Добрый день, дорогие пекари! Сегодня я покажу вам замечательный рецепт булочек для бургеров. Мы испечем вот эти замечательные булки, а еще в процессе изготовления теста я покажу вам простой способ работы с сдобным жирным тестом, как его замешивать просто и удобно руками. Смотрите, получайте удовольствие, ну и ставьте лайки обязательно. Добрый день, дорогие пекари! Сегодня будем готовить булочки для бургеров. Просьбы об этом звучали уже неоднократно, и наконец я до них добралась, чтобы вам снять и показать этот рецепт. Булочки будут на пшеничном тесте из муки высшего сорта. Я буду смешивать муку алексеевскую, у меня здесь немного осталось, и белонежную. Вообще я в последнее время полюбила самарскую алексеевскую. Очень хорошие на ней получаются результаты. Если бы она у меня была в наличии, я, наверное, пекла бы на ней. Чем характеризуются булочки для бургеров? У них очень пористый и однородный мякиш. Очень мягкий, пористый, однородный мякиш. Чтобы этого добиться, нам необходимо добавить к тесту жиры. Это будут яичные желтки и масло. Также необходимо добавить сахар и необходимо очень хорошо вымесить тесто. Вы можете вымешивать тесто как руками, так и любой машиной, которая у вас есть. Обычно я показываю замешивание такого сдобного теста с жирами в своей хлебопечи, потому что не очень люблю месить жирное тесто руками. Но сегодня я решила показать вам простой способ замеса такого теста руками. Я думаю, вам будет полезен и этот секрет. В отдельной миске мы смешиваем сдобные ингредиенты. Я беру сахар по рецепту. В данном рецепте его 35 граммов. И также я беру те жиры, которые у меня по рецепту должны быть. Это должно быть размягченное сливочное масло комнатной температуры. Вот такое уже мягкое. Его нам понадобится 50 граммов. И я добавляю растительное масло. Растительного тоже 50 граммов. И нужно масло с сахаром хорошенечко растереть до однородной массы. Можно делать это венчиком, можно миксером, ну, можно просто ложкой или вилкой, как вам удобно. Ну а дальше мы берем яйца, либо желтки. В этом рецепте у меня 4 желтка. Добавляю сюда же и продолжаю растирать с желтками. Мы доводим эту массу до однородного такого кремообразного состояния. Если вам тяжело замешивать его, растирать руками, растирайте миксером. Все, я добилась кремообразного состояния. И пока эту массу отставляю в сторону. Ну а дальше я буду делать основу для теста. Беру воду 120 грамм. Беру сливки 80 граммов. У меня уже готова пшеничная опара на пике. Смотрите, какие огромные у нее пузыри на поверхности. Она вся такими вот буграми. Это она прям на максимальном своем пике. Опары 100 граммов. Снимаю с весов и растворяю опару в молоке. Не то чтобы растворяю, просто развожу. Можно сделать это венчиком. Венчиком будет очень удобно. Разводим. Ну а дальше я возвращаю свою яично-масляную смесь с сахаром. И буду вводить эту яично-масляную смесь сюда же, сразу же. Обычно я следую классическому порядку замеса. То есть сначала мы замешиваем муку с водой, проводим аутолиз. Потом потихонечку, аккуратно вводим сдобные ингредиенты. Но при этом замес у нас очень долгий по времени. И очень некомфортно, если мы делаем его вручную. Потому что в готовое фактически тесто очень тяжело вводить сахар, очень тяжело вводить жир. Ну и, соответственно, и яйца также не очень легко вмешать.
При таком способе я нарушаю технологию, но зато мне проще замешивать руками это тесто. Дальше мне остается добавить только муку. Ее понадобится 500 граммов. Мука пшеничная высшего сорта. Если вы хотите, вы можете заменять муку частично на цельнозерновую. Например, 10% цельнозерновой здесь будет только в плюс. Будет очень вкусно и полезно. И еще один интересный лайфхак. Поверх муки я насыпаю соль. То есть соль я насыпаю не в жидкость, а поверх муки. 8 граммов. И начинаю смешивать тесто. Смешивать можно руками, можно при помощи скребков, шпателей. Тесто довольно густое сейчас, оно постоит, станет мягче. Сейчас я пока уберу скребок и соединю все воедино руками, следя за тем, чтобы у меня не осталось на дне сухих частей муки. Выкладываю на стол и продолжаю замес теста. Обратите внимание, что тесто становится эластичным практически сразу. Нет каких-то отделяющихся частей. Единственное, что вот пока суховатая мука, есть моменты более влажные, более сухие. Сейчас замесом упорствовать не нужно. Попался крупный кристалл сахара, я его убрала. Сейчас мы делаем легкий первичный замес. Хорошее плотное тесто мне нравится. И я отправляю тесто в миску на полчаса. Даю ему пропитаться влагой и жирами. И потом сделаю основной замес. Тесто провело полчаса в спокойном состоянии. Размягчилось. Смотрите, какое пластичное стало. Сейчас я его замешу. Чтобы вам проще было ориентироваться, засекайте 10 минут, а лучше 15. И в спокойном режиме замешиваем руками это тесто до гладкости. Собственно, замешивается оно гораздо быстрее. Вы видите, оно уже у меня гладкое, однородное. Вот такой простой способ замеса жирного сдобного теста я вам сегодня показала. Дальше я буду продолжать делать булочки. А, наверное, все-таки кусочек с изготовлением такого теста я сделаю отдельно, чтобы у вас он был как шпаргалка для последующих замесов сдобного теста. Время от времени появляются вот такие непромешанные участки. Сухая мука. Аккуратно замешиваем ее. Сейчас наша задача как раз избавиться от всех непромесов. Я замесила тесто. Видите, какое гладкое, красивое. Укладываю его в миску на брожение и оставляю при комнатной температуре. Сейчас плюс 23. Примерно на часа 3. Буду на него посматривать, обминать не буду. Тесто на булочки для бургеров пробродило у меня 4 часа. И сейчас необходимо поделить его на порции, на булочки. Сейчас я взвешу тесто. Килограмм 38 граммов. Буду делить на кусочки по 100 граммов. То есть у меня должно получиться 10 частей. Чтобы удобно было делить, формуем в такую продолговатую колбаску. Ну а дальше делим на части по 100 граммов.
У меня получилось 10 заготовок по 100 граммов. Теперь каждую заготовку нужно округлить и оставить на отлежку. Округляем внутри ладони. Очень простая техника. Просто подворачиваем все края вовнутрь, накрываем ладонью и катаем внутри. Между ладонью, пальцами и столом катаем шарик. Это предформовка. Окончательная формовка будет чуть-чуть позже, после того, как заготовки пройдут отлежку. Так, я подготовила все 10 заготовок, оставляю их на 10-15 минут полежать, и потом будем делать окончательную формовку. А пока приготовьте противень, на котором будете печь, выстелите его пекарской бумагой, либо специальным тефлоновым ковриком, либо берите антипригарный противень, любую посуду, которая у вас есть. И рассчитывайте, что булочки должны находиться на приличном расстоянии друг от друга, вот примерно вот на таком. Поэтому посуда должна быть достаточно крупной. Оставляю полежать и позднее приступим к формовке. Прошло время отлежки. Нужно сформовать булочки. Делаем круглую формовку. Берем заготовку, немного расплющиваем и начинаем собирать ее всю вовнутрь. И прокатываем также по поверхности, округляя заготовку. Сформовали круглую булочку. Можете еще подровнять ее немного. Укладываем на подготовленную посуду. И продолжаем в таком же стиле формовку всех остальных булочек. Я сформовала все булочки, уложила их на коврик тефлоновый. И сейчас отправлю их на расстойку. Расстойку буду проводить в тепле, в духовке. С остаточным теплом. Я пекла уже в духовке хлеб другой, и у меня осталось там тепло. Сейчас в духовке порядка 30 градусов, постепенно температура будет падать. Я ставлю в эту духовку булочки. Если у вас духовка держит градусов 28-30, хорошо. Если не держит такой температуры, ставьте миску с кипятком на дно духовки. И вот в такой атмосфере с паром и в тепле булочки будут расстаиваться около часа, чуть-чуть, возможно, побольше. Я тоже поставлю миску с кипятком, потому что я не хочу, чтобы заветривалась поверхность, а они к этому склонны. Поэтому ставлю миску с кипятком, засекаю время примерно час и оставляю их подходить. Через 2 часа расстойки получилась вот такая красота. Я посмотрела через час, мне показалось маловато, оставила еще на час. Сейчас булочки нужно смазать и посыпать кунжутом, потому что булочки для бургеров, в моем понимании, это обязательно булочки с кунжутом. Для смазывания я взяла желток яичный и добавила немного теплой воды, перемешала кисточкой. И сейчас этой смесью я смажу тщательно поверхность каждой булочки. Такая смазка дает глянцевую красивую корочку. А также благодаря этой смазке у нас не обсыпаются семечки кунжута. Тщательно промазываем по кругу каждую булочку. Так, булочки я все смазала. И теперь мы берем белый кунжут. Можно взять черный кунжут. Если вы его любите больше, будет контрастно и красиво. Можно взять белый кунжут. Это классика. Так хорошо, щедро посыпаем на каждую булочку. Все, булочки я обсыпала. Духовка у меня разогрета на 200 градусов. Сейчас я поставлю на 200 градусов. И эти булочки будут выпекаться примерно 30-35 минут. Снижать, повышать температуру в процессе выпечки я не буду. Нагрев верх плюс низ. У меня электрическая духовка, 2 тена, верхний и нижний. И 200 градусов. Никакого пара не подаем, выпекаем просто вот так, как они есть. Отправляю выпекаться, потом посмотрим. Дорогие друзья, вот такие потрясающие получились булочки для бургеров с кунжутной обсыпкой. Очень горячий противень, очень горячие булочки. Пеклись они 27 минут у меня. Ну, как я и говорила, примерно от 20 до 30 минут, в зависимости от того, насколько равномерно печет ваша духовка. Температура всю выпечку была 200 градусов, я ее не меняла. Такие прекрасные булочки. Даю им остыть.
Ну а потом приготовлю начинку и покажу вам их внутри. Булочки для бургеров остыли, готовые я вам уже показывала. И давайте сейчас их разрежем и посмотрим, какие они получились внутри. Плотненькие довольно, но при этом мягкие. Буду разрезать их именно так, как мы их используем при приготовлении бургеров. Смотрите, какой мякиш. Это именно тот результат, которого я хотела добиться. Он плотненький, однородный, такой губчатый. И эта булочка замечательно подойдет для приготовления бургеров. Начинки могут быть любые, такие, какие вы хотите, такие, какие вы любите. Это может быть котлета, это может быть мясо, рыба, овощи, тушеные грибы, все что угодно можно положить вовнутрь, пригласить друзей и наслаждаться такими замечательными булочками. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Пишите, какие рецепты вам интересны. Я постараюсь делать именно те рецепты, которые вам будут полезны. Пеките со мной, получайте удовольствие. Будем печь и испечем еще очень много всего интересного.